Друзья, прежде чем мы начнем, я хочу попросить вас об одном. Остановитесь на пару минут. Отложите дела, уберите шум, просто послушайте. Потому что сегодня мы поговорим не просто о еде, не о продукте, а о самом символе жизни, о хлебе. Хлеб сопровождает нас с рождения. Его запах будоражит воспоминания детства, а его вкус – это вкус дома, тепла и заботы. Но за этим простым куском скрыта целая история, древняя, священная, наполненная мудростью. Поэтому, если вы уже здесь, не спешите уходить. Подарите этому видео несколько минут своей жизни. Я обещаю, к концу ролика вы будете смотреть на обычный кусочек хлеба совсем другими глазами. Хлеб. Мы видим его каждый день. Он лежит на нашем столе, кажется обычным, простым, привычным. Но задумывались ли вы когда-нибудь, почему именно хлеб стал священным символом жизни во всех культурах мира? Почему, когда человек теряет все, он все равно ищет кусочек хлеба? И почему запах свежеиспеченного хлеба способен вернуть нас в детство, в дом, где пахнет теплом, заботой и любовью? Сегодня я расскажу вам удивительную историю о том, как зерно превратилось в пищу богов, о тайне закваски, о силе земли и рук, которые ее касаются. О хлебе, который не просто кормит, а соединяет человека с природой и с душой. Хлеб – одно из древнейших творений человечества. Археологи находят следы выпечки еще более 10 тысяч лет назад, когда человек только начал выращивать злаки. Тогда это была грубая, простая лепешка, испеченная на горячем камне. Без дрожжей, просто растертое зерно и вода. И все же, в этом простом куске была заключена память земли и благодарность человеку. Хлеб рождался из 3 стихий – земли, воды и огня. И это не случайно, ведь без них нет жизни. Во многих культурах хлеб считался даром небес. В Библии это тело жизни. В Египте хлеб клали в гробницы фараонов, чтобы души могли питаться в вечности. В славянских обычаях хлеб встречает и провожает человека, им благословляют на свадьбу, им встречают из дальнего пути, и даже последний путь начинается с куска хлеба на поминальном столе. Хлеб – это не просто еда. Это память о труде, о времени, о жизни. Подумайте, каждое зерно, прежде чем стать хлебом, проходит путь длиной в месяцы. Оно падает в землю, спит под снегом, тянется к солнцу, выдерживает ветры и дожди. И только потом рождает колос, золотой, полный жизни. Каждый колос – это труд миллионов живых существ, земли, воды, солнца, человека. Когда мы ломаем кусочек хлеба, мы будто касаемся самого цикла жизни на земле. У наших предков существовали десятки пословиц и примет о хлебе. Хлеб – всему голова, без хлеба и обед не в обед, хлеб да вода, крестьянская еда, да и то сладка. Но за этими словами стояло не просто уважение к пище, а глубокое чувство благодарности. Никто не бросал хлеб. Если кусочек падал на землю, его поднимали, целовали и клали на чистое место. Так человек выражал почтение земле, как матери, которая его кормит. Давным-давно хлеб делали без дрожжей, на закваске. И эта закваска – живой организм. В ней живут дикие дрожжи и бактерии, которые превращают тесто в живую субстанцию. Каждая закваска уникальна, как отпечаток пальца. Она хранит аромат той земли, на которой растет зерно, и воздух того дома, где ее растят. Когда вы печете хлеб на собственной закваске, вы словно возвращаетесь к истокам. К природе, где все живет и дышит вместе с вами. Сегодня хлеб часто теряет свою душу. Белый, мягкий, воздушный, но пустой внутри. Добавки, ускорители, ароматизаторы заменили живой процесс созревания. Но все больше людей по всему миру возвращаются к настоящему хлебу, цельнозерновому, заквасочному, духовному. Потому что человек чувствует, тело хочет живого. Настоящий хлеб – это источник силы. Он содержит витамины группы В, железо, магний, клетчатку. Он питает, согревает и восстанавливает организм. Недаром наши предки ели хлеб каждый день,
и жили активнее, чем многие сейчас. Но важно, какой хлеб. Если он из цельного зерна, без химии, он несет пользу. Если он промышленный, быстрый, только видимость еды. Хлеб – это не просто пища для тела. Это пища для души. Он учит терпению, ведь нужно ждать, пока тесто подойдет. Он учит уважению, ведь без труда не будет урожая. Он учит делиться, ведь хлеб всегда ломают пополам, не едят в одиночестве. Когда вы в следующий раз возьмете кусочек хлеба, остановитесь на секунду. Посмотрите на него. Перед вами плод земли, труда, любви и времени. Он хранит в себе солнце, дождь, руки пахаря и тепло очага. Хлеб – это сама жизнь. И пока на нашем столе есть хлеб, мы помним, кто мы есть. Берегите хлеб, берегите землю, которая его рождает. И если вам близка эта простая, но глубокая мудрость, подпишитесь на канал, чтобы вместе с нами открывать тайны природы и живых даров Земли.